104-й двигатель. О, 104-й. Рядная шестерочка. Это 2.8. просто шикарно. А вот этот мотор, вот который там стоит, здесь сверху стол и все завалено. Он с Японии с пробегом 85 тысяч километров. Короче, Саня еще подарил мне вот эту крышку, вот то, что мне не хватало. А в основном все-таки на цешках сейчас ездят люди, которые наоборот. Бичи. Вау. Mercedes-Benz. Оригинал. Оригинальный чехольчик. Посмотрите, оригинальная книжка. Оригинальная книжка немецкая. Все сгнило, но самое главное эстетика. Для Мерседеса еще важна эстетика. Пиздец. Вот это я заехал, чуваки. Я хочу сказать, короче, эта машина, вот есть определенно пласт машин, которые вот как ездят, так и ездят. Даже нету желания в них ничего чинить просто. Ты будешь ее убивать просто до обморочного состояния, чтобы она просто пердела, смердела, но доводила тебя до гаража. И это именно вот, наверное, как я, Рено. собственно, ничего и не сделал. Рено Стайл, я считаю, что это плюс, потому что такие машины действительно, в них нет смысла ничего вкладывать, там, доводить их до идеального состояния. Хотя, я хочу тебе сказать, что в те времена даже на эти кузовы AMG делала эксперимент, она ставила, значит, двигателя один на переднюю ось, а вторую на заднюю. И в итоге снимала AMG 250 лошадиных сил вот с этой маленькой машинки. Приколите? Вот это просто дичь. И притом задняя подвеска была 211 Мерседеса. То есть настолько изгалялись на этой тачке. А в итоге из урода, которые, ну, многие считают, что это машина урод, потом и концепт, и смарт, кстати, и очень большое количество любителей смартов на этой базе появилось. Сейчас посмотрите, какие новые ашки, они сейчас просто на заглядение, салон просто бомбический, поэтому путем проб и ошибок эта машина из гадкого утенка превратилась в прекрасного лебедя сейчас. Если бы тогда они не остановились, то есть не продолжили, сейчас бы мы до сих пор ездили на 202-х. Ну, мое мнение, кстати, все-таки, что почему нет смысла вкладывать, как раз таки в сравнении с 202-м здесь больше смысла вкладывать, потому что ты вкладываешь деньги, и, по крайней мере, твоя машина не сгниет. Ты эти деньги как бы сам и пропьешь, ты на этой машине будешь ездить. А в цешке ты можешь ее сделать в идеально, поменять там всю подвеску, все, откапиталить двигатель. Все починить, но машина просто сгниет и все, и ляжет на брюхо. Если кто-то из фанатов 202-го еще остался и досмотрел это видео, я прошу прощения. Давайте досмотрим до конца, мы все-таки для вас кое-что интересное приготовили. Вот, да, сейчас покажу запчасти. Да, если еще кто-то остался, друзья. Друзья, кто-нибудь остался, напишите. Да, напишите, кстати, в комментариях, как вы вообще оцениваете, считаете ли вот эту тачку реально Мерседесом или это ошибка природы. Напишите, очень интересно ваше мнение, мы с Сашей почитаем. Итак, ну что, посмотрим, что у тебя тут. Это храм запчастей 202-го Мерседеса. Вот ты нашел жилку, конечно, для себя. Посмотрите, вот, сердце и жопа Мерседеса. Это именно мотор и коробка. Вот я, честно, я тебе хочу сказать, я до сих пор считаю, что вот это настоящий Мерседес. Именно вот то, хотите меня убивайте, если хотите нет. Все-таки, я считаю, тот Мерседес хорош для мамочек, для людей, которым абсолютно все равно на чем ездить. Но мне тот Мерседес не по душе. Это мое личное мнение, потому что оно обязательно должно быть у любого человека. Но вот это груда металлолома, да, оно для меня, для большинства, для 90% людей, оно не играет никакого значения. Вот это стабилизатор, вот это рулевая тяга, но для меня это просто бальзам на душу, чуваки. Притом, мне, кстати, надо вот такая трапеция. Трапеция нужна? Да. Может, подарить тебе? Слушай, брат, ну это прикольно будет, если я в метро по Питеру, в Минск повезу, короче, вот такую тему. Но это... Я тебе запакую. То есть ты мне делаешь подарок? Ты мне делаешь подарок? Да, но я надеюсь, что он тебе поможет, это главное. Слушай, ну я тоже на самом деле надеюсь, но у меня вроде такая же. Довести ты сможешь. Это 202-го 100% подойдет.
от 111 двигателя. Другие они только на V6, на 112 моторе, это рестайл 2.8. Ага. Вот. Там чуть-чуть другие они, да. А это 100% те. Слушай, брат, ну спасибо, ну я не зря приехал, потому что моя уже просто раздолбалась, и Фэби говно, я 4 месяца, короче. Конечно, надо только Лимфердер ставить. Из аналогов только Лимфердер. И то на него уже жалуются, но это хотя бы... Хотя бы можно как ставить. качественный Китай. Конечно. То Да. есть, ну, переплата идет, но оно того стоит. Долго будет ходить, по крайней мере. Да, прикольно. Слушай, ну, потому что мне чуваки за $50 местные продают, говорит, мы тебе оригинал продадим. Я говорю, блядь, чуваки, нету денег у меня. А колесо вибрирует так, что у меня уже, ну, я же еще таксую на своей машине, у меня уже просто едут мои клиенты вот так вот, и спрашивают, а в чем проблема? Я говорю, ну, это плохо асфальт. Я уже просто, ну, очень много даже этих отмазок. Это плохо асфальт положили или еще что-то там. Блин, ну супер. Ну а как вот тебе, кстати, Ашка, вот мы ехали, вот ты видел какие-то стуки там, что-то такое? Не, на самом деле, ну я там, может, сзади какой-то там глухой стук услышал, там на какой-то маленькой кочке, но... На маленькой кочке, если вот когда мы уже подъезжали, то это как раз таки я глушитель не закрепил. А если просто едешь, руль никуда не ведет, никаких стуков, ничего. Ну Вообще слушай, супер. круто. Ну на а самом цешку деле... вот ты сколько чинишь свою, и все равно... Но что-то там просто стучит. в цешке столько много шарниров и много различных элементов, которые могут подвести именно. То есть, ну... Там машина, а тут то же самое. А тут что, 2 рычага, 3 сайлентблока, насколько я понимаю, да? Тут же балка сзади, нет? Сзади Немного балка, спереди балка. То есть получается, что тут 2 рычага, 3 сайлентблока, тут в принципе нечему ломаться, и машина более для наших СНГовских реалий более предрасположена. Зато у нее рулевая рейка уже, а не трапеция, Да. как у тебя. И Что более лучше. более технологичная, ставилась уже на Е-класс 210. Да. А на С нет. А То тут есть считаю, у плюсы тебя есть. как на, Да, плюсы уже как на лопату. согласен, плюсы есть, но единственный минус, конечно, по тому, что мужик себе такую машину не возьмет. Ну, просто Конечно. с точки зрения философии, даже как он себя будет Ну, чувствовать. как машину для души, да, я не Да. спорю. На сути, получается так, что младший брат перевозит останки своего старшего брата. То есть это такой могильщик. Так и есть, так и есть. Можно и... Ну это прикольно на самом деле. Смотри, вот это 104 двигатель. О, 104-й. Рядная шестерочка. Это 2.8. просто шикарно. И вот 104, вот это с русской машины снят, вот у него коллекторы даже выпускные не сняты. А вот этот мотор, вот который там стоит, здесь сверху стол и все завалено. Он с Японии с пробегом 85 тысяч километров. Продается. 104, да, продается. То есть посмотри на сам блок, и ты поймешь, какой пробег. Вот смотри, блок даже не ржавый. Вот это блок. Ага. Вот поддон тоже идеальный. Как будто на нем вообще не ездили. Ну да. Согласись. Ну да, чистенький Ну и такой. вот если туда посмотреть, даже все блестящее. Верхушка блока, потом головка. Короче, Саня еще подарил мне вот эту крышку, вот то, что мне не хватало. Я ее проебал, вот, очень жестко, и на двигатель подарил мне крышку. Ну ты сегодня сделал мой день, честно говоря, ты Дед Мороз. Вот, молодец, спасибо тебе большое. В общем, у тебя есть все, что надо. У тебя есть и реснички оригинальные, и дворники есть, посмотрите, и рули есть, и фары, то, что обычно... Но это еще не склад. Да, это притом не склад, и печки, посмотрите, и задние стопаки, рестайловые, дорестайловые, и с обогревом вот эти штуки. Вот у меня, кстати, такая штука сломалась, ну вот это вот. Но я не буду у тебя просить, конечно, ее. Давай я тебе тоже подарю. Бля, да ну ты что, ты смеешься, что ли? Нет, я тебе серьезно подарю. Ну у меня таких много, их никто не покупает все равно. Пиздец. Тебе подарить. Вот это я заехал, чуваки. Смотри, эксклюзив. О, Вот это две решетки, ага, обе оригинальные. Вот у них должен здесь где-то быть шильд. ага, Как определить, что оригинальная решетка. ага. Соответственно, вот на этой сейчас тоже покажу. Получается, где я уже потерял. И вот. Ага. Конечно, вставка может быть внутренняя, допустим, китайская, а сама кромка вот эта. Но самое главное она, чтобы Ну, она... кромка самое главное, потому что она ржавеет.
А Ну вот да. вставка, если авангард еще какая-нибудь, которая вся в хроме, Да, то да, да. вставка тоже важна. А здесь, конечно, скорее всего, вставка тоже оригинальная. На ней Слушай, тоже ну, должен быть большинство людей уже просто потекли, они уже просто пооблизывались. Вот это все в продаже. Ну и она без ржавчины, смотри. И, кстати, вот эта решетка, она получается рестайлинговая уже, а вот Мгм. это до рестайлинга. А, ну да, потому что И меньше. заметьте, выглядит, конечно, более как классический Мерседес, вот эта вот Да, 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 рестайлинговая да. решетка. У нее много мелкая очень решетка задняя, а вот это выглядит уже более стильно, более современно. Ну да, и лучше обдув, получается. Но больше птиц будет залетать. Ну да, прям целиком в эту дырку залетает птица Да. и разбивает вам радиатор и все, что только можно. Бля, ну мне птица залетела вот под этот парковочный стопак и вот разбила, поэтому я у тебя ее выпросил. Ну да. Спасибо. Ручник-то, наверное, все равно не работает. Да, ручник-то все равно не работает, потому что уже все сгнило, но самое главное эстетика. Для Мерседеса еще важна эстетика. И крыша, посмотрите, и, короче, вот эти штуки под задние рычаги. И вот эти штуки, которые у меня тоже похерили с дверей, но я их не довезу никогда в жизни. Вот, ну то есть и резиночки. Вон, смотри, амортизаторов сколько. Ой, И форточки. офигеть. Оригинальные тоже, понятно. У меня есть матерые тормоза с Японии. С японских машин. Ага, именно Ну с ладно, такими направляющими, да? сейчас не буду. Вот смотри, от мотора запчасти. Вот это, допустим, гидрокомпенсаторы. Да, круто. Тут, соответственно, помпа лежит. Нет, это не помпа. Ну это, короче, это крышка Ну типа, да. распределительная, на Вот которой... здесь помпа стоит. Да, да, да. Вот это натяжительный ролик. Да, я такой покупал, он $15 стоит. Ну, лучше оригинал, конечно. Много чего есть. Да, так что обращайтесь, чуваки, потому что это реально, ну, это храм, и при том, что только 202 вы реально найдете то, что нужно. Вот видите, я зашел и уже нашел то, что мне нужно. Кстати, у меня такие суппорта. Сейчас я покажу, какими они должны быть. Вот, короче, суппорта, именно японские, да, у тебя? Да, вот это с Японии. Вау, они как новые. Слушай, самая основная проблема, которую у меня такие же именно на компрессорном, то, что вот эти разбухают и плохо ходят направляющие. Ну вот, именно вот в этих. Вот эти направляющие плохо потом выкручиваются. Вот это, а тут, смотрите, новая и даже вон колодка, видите, Да, колодка застряла, хорошая. практически оригинальная. Вот, то есть, и посмотрите, и даже как новый этот шланг тормозной, ну супер просто. Ну, на запчасти с Японии, конечно, уже свой покупатель, который машину выводит в идеал. Да, А в основном все-таки на цешках сейчас ездят люди, которые наоборот. бичи. Ну да. То есть, которые, Бичи. ну, это как боевая классика. То есть Ну да. люди там все делают на соплях, покупают запчасти только по самому главному, потому что вообще не заведется машина, если то уже чинит. Да, да. Если заводится, нормально едет. Уже убивает до самого конца. Но тем не менее, есть все равно люди, которым очень важно, В чтобы. идеал, да, им приходится Да. ставить запчасти с Японии, потому что в России все сгнило уже давно. Согласен. Кому-то важно, чтобы отсюда не подтекало, чтобы фазик работал, там все, короче. Вот давайте, кстати, заглянем в мотор. Это снята крышка, откручена. Опа. Опа. Красота. Цепь, цепочка. Не дергается. Ну, натяжитель, в принципе, тут этот стоит. То есть вот мотор. Можно посмотреть, хотя бы чистый или грязный. Да, посмотрите, на кулачках нету выработки, нету никакого там питинга, они не крошатся, как уже в новых пошло это, Фордах и Маздах, именно вот эти кулачки, они крошатся. Представляешь, от времени. Видишь, тут выработка, даже у меня больше выработка, чем тут, на распредвалах. Ну, конечно, вот сами вот эти, как это называется, бугеля. Да, бугеля. Бугеля, видишь, все-таки немного черные. Ну, это же, Это елки-палки. говорит о том, что все-таки масло использовалось, скорее всего, либо некачественное, либо большой период был от замены до замены. Ну, у нас же как люди, если Мерседес, ну он же танк, он же должен ездить, он должен работать, а если он просит масло, так это не Мерседес. Конечно. Да, и по 80 тысяч не меняют. Ну, посмотри, как Kia, да, новая, которые продаются. Человек даже за 80 тысяч даже не удосужился свечи поменять, понимаешь? У него обломилась свеча, попала, получается, в цилиндр и разбила там полностью цилиндр, поршень. И кулак дружбы вырос. Вот, понимаете.
А этим, вот чем мне нравятся вот эти старые моторы и старые Мерседесы, тем, что по сравнению с новыми машинами, ресурс тут просто, даже если взять бушный двигатель, просто, ну он проездит 3 новых Мерседеса. Ну, да. Потому что тогда он действительно, тогда думали, тогда разрабатывали, тогда тратили время, тогда тратили деньги. Сейчас же что происходит? Выпускают сырую модель, потом собирает статистику поломок с самих же потребителей, которые это все покупают, и уже делают какие-то отзывные кампании или делают какие-то наработки. И по сути сам потребитель платит за ошибки производителя. Ну вот и все. Смотри, что еще хочу тебе показать. Не знаю, возможно, у тебя, конечно, такое есть. Вау! Mercedes-Benz. Оригинал. Оригинальный чехольчик. Фараон. Тогда еще это фараон. Я сюда, наверное, положил или... Офигеть, посмотрите, оригинальная книжка. Оригинальная книжка немецкая. Mercedes-Benz 202. Давайте. И вот это даже вот до реста. Видишь, как раз вот эта решетка. Да. Давайте посмотрим, как она вообще выглядела. Просто. Ключ зажигания написано, код магнитолы. Ничего себе. Офигеть, тогда еще заморачивались. Смотрите. Да. На АвтоВАЗ, наверное, до сих пор не придумали такую книжку просто. Вот как снимать подголовники передние. Задние детские сиденья. Вот у меня тоже есть в продаже. Задний диван с детскими сиденьями откидывающимися. Видел когда-нибудь такое? Нет, не видел. Прикольно. То есть там снизу такие рычажки, и по центру, получается, откидывается детское сиденье. Это тоже редкая очень опция. Ну вот вы представляете, когда это все проецировалось, АвтоВАЗ только до сих пор с этой Вестой новой, да, дошел до этого, и то за счет Ниссана или Рено, там, я не знаю за счет чего. А тогда уже такое вот разрабатывалось в 80-х. Конечно, уже ставилась система ASR, а на рестайлинге уже ESP ставилась, и, соответственно, у АвтоВАЗа сейчас-то это есть. Ну, в некоторых, я вам хочу сказать, что в некоторых Логанах, в некоторых Nissan Альмеры, там даже в базовых комплектациях и, кстати, в Hyundai Solaris нету АБС. Я сам ездил на Логане, в котором нету АБС. Это просто... На Гранте даже нет гидроусилителя. Ну как вообще? Новая машина, вот в 2018 году. год, покупаешь там 450 тысяч, гидроусилителя нет. Ну как с таким трафиком? Причем на Гранте еще хочу сказать, зеркало бокового вида, да? Угу. Боковые зеркала заднего вида, они... Не обогреваются? Нет, регулировка ручная, как в девятке. Вот. Про обогрев можно даже замолчать. Обогрев, ты чего? Нормально, вот так. Да, вот так вот. Подышал на него теплым воздухом, все отогрел. Это пиздец просто, вообще. И вот еще, видимо, от радио какой-то отдельный. Да, многие, кстати, книжечка. бегают специально за такими радио, именно как-то их колхозят под Bluetooth и делают красоту. Именно так. И под AUX тоже колхозят. Да. Так что, в принципе, вы понимаете, уровень тогда был вообще запредельный. Ну, машина была реально живая. Но она была после аварии. Я сначала даже хотел себе ее восстановить, но там как-то кузов все-таки повело. Ага. Подрамник загнуло, то есть очень долго бы пришлось в гараже здесь ковыряться под ней. И гараж бы простаивал, и, собственно, я вам хочу просто сказать, после вот этих подарков, которые Саня мне сделал, он мне предложил взять вот эти сиденья, у меня такие же сиденья, просто порванные. Они еще плюс с подогревом. Вы представляете, какая тогда была тема? Он говорит, заколхозишь себе подогрев, будешь там попу греть свою, короче. Зимой, да? Нет, зимними ночами. Скучными. Я сказал, что такие сиденья, наверное, будет просто по золотому тарифу ко мне в Минск отправить. Но мы еще подумаем по поводу этого, поэтому посмотрим. Под вопросом. Но вы представляете, вот насколько у него много чего интересного можно подобрать. При том, что он честно вам продаст именно то, что надо, а не так, как эти разборщики, которые тебя первый раз увидели, тебе всучили что-то, ты потом их никогда в жизни не найдешь уже просто. Вот. А человек тут действительно, у него есть и канал свой, и он своим именем дорожит. Вот это очень важно. Такие люди всегда делают все по красоте. Моя девушка увидит, она скажет, ты даже с Питера, с туристической поездки не удержался какие-то запчасти, блядь, себе А ты скажешь, везти. А это подарки, приехал в Питер, встретился с друзьями, Дедом Морозом. Гостинцев передали. Да, это мои подписчики, любимые. Вот, меня без подарков не отпустили.
Так, ребят, ну вот это мы уже с Саней заехали на его второй склад, второй гараж. Рядом со стреколовскими академиками всякими, короче, легендарный второй гараж, где он складирует еще больше запчастей на Мерседес. Тут просто плохо видно, плохое ощущение, освещение. Люк, например. Люк, лабаши, двери, всякие эти у меня тоже и пластмасски, которые никогда в жизни не довезу, но у меня эти пластмасски все, блядь, переломались, они у всех ломаются. Вот телевизор. Телевизор. Еще телевизор. Все, и панели, и коробка вон валяется, и багажник, и блоки АБС, и все что угодно. Короче, куча всего того, что может пригодиться настоящему владельцу 202-го Мерседеса. Именно так. Да, при том, что этого всего в достатке. И хорошо, что 202 Мерседес это максимально унифицированная машина, то есть можно действительно много чего найти, подобрать. Вот бачки обычно у них там в некоторых трескается, вот этот усилитель. Короче, все, что надо. Короче, пацаны, вы нашли хорошего друга в лице Саши, который вам всегда поможет. И электровентилятор, и, короче, все, что надо. Вообще все. Резина какая-то. Вот. Даже непонятно, что показывать. Да, даже не... И второй, это второй еще этаж, короче. Слишком много всего. Да, вот, тут... допустим, от 104-го мотора топливная рамка. Да, с форсунками. Высокой производительности, кстати. Да. Вот. Так Да, что... сверху там тоже всякий пластик накидан. Вот обшивки. Ага. Обшивки багажника. Левая, правая там и самой крышки багажника Ага. тоже их навалом. Если кому-то надо, пишите. Угу. Все есть. Слушай, ну короче, скажи тогда, как называется твой канал, чтобы подписывались. Ну вот сейчас такой. Benz Boys канал называется. Короче, ссылка в описании. Benz Да. Boys. А вот, будешь много чего интересного снимать. Да, там 3 серии есть уже про авторазбор. За городом мы разбирали 2 202-х Мерседеса как раз. Там интересно. Там я даже Олесю передаю привет в 3-м. Да, Так да, что да, посмотрим, да. что. И там можно посмотреть, насколько гнилые цешки и как, собственно, их разбирать в полевых условиях. Зато плюс в том, что эти цешки отдали свою жизнь, гнилые, те, которые отдали свою жизнь ради того, чтобы жили ваши цешки. То есть можно сказать, Это да. то есть можно сказать так, что Битый не битого надо везет. было тебе автомогильщик назвать канал, чтобы или автомогильщик, потому что Саша реально просто, смотрите, сколько органов он насобирал просто. Вот, я даже не хочу параллели проводить, но это, знаете, наверное, если ты без света сюда ночью войдешь, реально тут можно испугаться от страха. Есть в этом какая-то своя атмосфера именно, то есть в авторазборке. За крутые братские подгоны, и поэтому сейчас я тебе дарю наклейки, официально твоя тачка прокачана. Все, пацаны, увидимся. Аж как классная тачка. Если вы без предрассудков, реально берите крутой жоповоз. Все, и печка работает, и не глючит. Это, я считаю, самое главное. Да, это важно. И денег она высосет из вас гораздо меньше, чем C-класс. Но я все равно люблю C-класс, потому что он геморройный, а я этот, как там его... Мазохист? А я мазохист, и мне нужна боль. Понимаешь, мы простых путей не ищем, конечно, как вы знаете. Все, увидимся.